Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, новости и что происходит на фондовом рынке, какие ожидать сегодня вечером движения, куда пойдет рынок. Так, но сначала давайте мы посмотрим ту тему, которая сегодня взволновала всех. Это якобы заход в российские воды английского эсминца и якобы предупредительная атака российскими военными самолетами этого эсминца. Ну, то есть, как бы там где-то бомбы сбросили, чтобы его шугануть, он уплыл и так далее. Примечательно то, что эта новость, она одновременно и практически синхронно появилась как в западных СМИ, так и в российских СМИ. Скажу честно, когда я вот это увидел, у меня в голове уже пролетели ужасающие кадры ядерной войны, ядерной зимы, и чего только не может быть в такой ситуации. Ну шутка ли, одна ядерная держава зацепила другую ядерную державу. То есть это как бы казус белли формальный. Фактически здесь уже все как бы, если кто-то даст срыв, может произойти внезапно очень быстро. Мы даже не можем заметить того, что будет. Но на самом деле это не более чем страшилки. Можете не забивать этим голову. Вот. Но опять же, любое событие, все, что происходит и на фондовом рынке, и в мире, оно имеет свои тайные струнки, тайные рычаги, которые порой очень интересно. И как Макаревич пел, до чего же обидно, что там кого там Барабаса или кукловода не видно. Вот. На самом деле он дает о себе знать, так или иначе. Всегда как бы, если у человека есть определенные мотивы или у группы людей, то это так или иначе начинает проскальзывать и внезапно выдает. Но смотрите, все как бы пришли в ужас, трепенулись, кошмар, там это самое, сейчас будет столкновение России с Великобританией, с Россией, с НАТО, и потом также бах, резко все исчезает. Появляется сообщение о том, что английская сторона отрицает, что ничего не было, все спокойно, все ровно и так далее. Ну, казалось бы, наверное, это что-то такое странное, но не может так просто взять и случиться. На самом деле может. И почему это произошло, с моей точки зрения, есть весьма здравая, логичная и стройная причина. Здесь, с моей точки зрения, все банально, все очень просто. Сегодня представители Пентагона выступают в американском Конгрессе. Вот. Если посмотреть, вот ролик какой-нибудь открыть, там в Ютубе полно, можно посмотреть, как американский генерал трясется, выступая перед конгрессменами. Вот. Ну, я думаю, что это, в общем-то, взаимосвязанные события. Этот инцидент произошел в связи с тем, что слушания военных американских конгрессе и есть же такая штука, мужская солидарность, в конце концов. Попросил уважаемый человек помочь. Ему помогли. Ну, в общем, я думаю, что у этого инцидента, скорее всего, не будет никаких вообще последствий. Это чистый цирк, который был организован для того, чтобы не очень больно было выступать американским военным в Конгрессе. Так, друзья, но это все лирика. На самом деле, сегодня ОФЗ размещали, но эти размещения ОФЗ, они как-то ни рыба, ни мясо идут. Ну, здесь ситуация, она предельно простая. Дают задание разместить, дают деньги, их размещают. Вот и все. Так, далее то, что касается России. Росстат сообщил о росте промпроизводства в России в мае. Рост промпроизводства составил 11,8% в годовом выражении. Круто. Но, по-моему, на прошлой неделе выходила статистика, мы с вами смотрели, PPI, то есть индекс цен производителей. Он вырос на 35%. И если здесь делать совсем примитивную и не совсем ну, как бы отвечающую всем правилам операцию, просто вычесть одно из другого, то получается, что никакого роста-то вроде бы и нету. А наоборот, даже как бы снижение. Так, ну вот Подмосковье ужесточает ограничительные меры. Страсти кипят, никого не будут пускать в рестораны, кроме привитых и так далее и тому подобное. Но здесь с моей точки зрения, в общем-то, ошибка заключалась в том, что надо было не Турцию перекрывать, а рейсы, которые идут в Индию. Потому что вот Индия, она как раз все это дело и синициировала. Но вот в Японии та же проблема, то есть появление вот этой так называемой дельта серии коронавируса индийской, она во многом смешала безоблачные планы Европы по восстановлению, потому как
кинетика процесса распространения и заражения, она значительно ускорилась, ибо очень опасен этот коронавирус, этот его штамм, то есть он очень быстро распространяется, быстро проявляется и очень тяжело протекает. Единственное, какое средство предохранения, это, понятное дело, не болеть, не делать, но здесь еще другой момент связан с тем, что вот, периодически возникает, скажем так, такие, ну как это, панические атаки или информационные какие-то поводы, там показывают людей, которые по 2, по 3 раза ковидом переболели. Такое вполне может быть. Но вот исходя из статистики, которая есть по, во-первых, протеканию этого заражения повторного и по последствиям, здесь абсолютно четкая динамика, что те люди, которые болеют ковидом повторно, ну там через какое-то время, через полгода, через год, такие случаи действительно возникают. Они вообще безоблачно его переносят, как обычный насморк. Поэтому все эти ужасы про то, что я заболел второй раз ковид, ну, конечно, всякое бывает. Но в большинстве случаев повторное заболевание, это то же самое, что по сути сделанная прививка. Это одно и то же. Оно позволяет необычайно легко перенести эту напасть. Так, но сегодня вообще такой очень удивительный день, и английский эсминец вдруг с чего-то заплыл в Черное море. Его вроде как даже отбомбили. И вот такая новость о том, что один русский состоятельный человек подает иск к банкиру Ротшильду, который его деньги, ну, сначала вывел в управление и потом их на что-то там неблаговидное потратил. Ну, в общем-то, ситуация стандартная. Оказалось, по сути, что деньги, они куда-то делись в очень значительном процентном количестве. И в абсолютном тоже. Смотрите, но здесь, мне кажется, подобные истории, они нередко возникают, всплывают перед какими-то событиями. То ли начнут обрабатывать швейцарских банкиров на предмет банковской тайны, то ли это знак российской элите, что ждет накопления, выведенные на Запад. Тут уже остается только гадать. Но то, что этот, казалось бы, такой каверзный случай вдруг всплыл, я думаю, это неспроста. В отличие от британского крейсера, который после того, как я услышал, что выступление вояк в американском конгрессе, все стало на свои места. Так, ну вот смотрите, по поводу цен на базовые металлы. Я вчера обращал ваше внимание, что, наверное, у китайцев не хватит особо нервов на то, чтобы здесь сдерживать цены на цветмет и распродавать запасы. Но, скорее всего, так и будет. Если по железной руде там масса возможностей для маневра, то по таким металлам, как медь, палладий, платина, никель, ну и другие лантаноиды, цветметы, я думаю, китайцы здесь особо не будут распродавать, потому что, во-первых, не так много на самом деле этих запасов, во-вторых, непонятно, что дальше будет с ценами, может иметь смысл их продержать и распродать, когда еще вырастут раза в 3-4. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас в российской повестке. В правительстве задумали налог на напитки. Подходишь ты к аппарату с кока-колой, монетку бросаешь, кнопочку нажимаешь, а там выскакивает лицо либо Мишусина, либо главного налоговика и говорит: денежку заплати. Ну вот так вот как-то. Так, ну вот на самом деле идут достаточно напряженные движения. Собственно говоря, вот то, что здесь описано по поводу выдвижения талибов на границу с Таджикистаном, вот эта ситуация, она уже, ну, как месяц или два развивается. Об этом особо не писали в российских изданиях, ну, если только поверхностно. Но на самом деле, если посмотреть издания, там, допустим, арабские и так далее, там эту тему периодически освещают, что действительно там эта проблема уже назревала, ну, наверное, где-то с марта. Но здесь на самом деле, я думаю, ничего такого глобально страшного не будет. Единственное, скорее всего, это связано с тем, чтобы вот этот весь регион дестабилизировать, потому что там у Китая проходит новый шелковый путь через вот этот Средний Восток. Поэтому там, в общем-то, я думаю, что-то периодически будет происходить для того, чтобы китайцев держать в тонусе. Так, ну вот такая интересная тема. Глава ФРС: отказ России и Китая от доллара не повлияет на американскую валюту. Ну, понимаете, здесь вопрос, он достаточно многосторонний, и однозначного ответа на него так сразу дать нельзя. Ну, наверное, в какой-то степени влияние, если
Россия и Китай откажутся от доллара, влияние, несомненно, будет. Но есть другой момент. Дело в том, что доллар-то используется для расчетов не потому, что там американские авианосцы плавают по всему миру и всех принуждают использовать доллары. Конечно, они и плавают, и они определенную навесу создают, но на самом деле основная причина использования доллара в качестве расчетов это то, что это удобно делать и низкие транзакционные издержки. Вот и все. И поэтому откажутся Россия и Китай от доллара, ну у них вырастут транзакционные издержки, вот и все. То есть это из серии назло маме отморозить себе уши. И тем более отказ, он, ну по сути, если все цены котируются в долларах, ну хорошо, там какую-то часть, допустим, не будут исполнять. Но кардинально картину это не поменяет, если мировые цены все осуществляются в пересчете на доллар. Ну вот еще такая интересная статья вчера была. Рубль остановил падение после черной полосы дивидендов. Ну, конечно, дивиденды конвертируют и выводят. Я думаю, это далеко не самый критичный или значимый фактор, который влияет на движение в рубле к доллару и евро. Да, когда начинается август, когда большие платежи проходят, это может очень существенное влияние оказывать. На текущий момент, я думаю, есть гораздо более сильные и более злободневные факторы, чем вот вывод валюты после уплаты дивидендов. Так, друзья, давайте вернемся к календарику событий. Что тут у нас? По Германии вышла просто прекрасная статистика. И промышленное производство в июне, и сектор деловой услуг просто расцветают и показывают на то, что Германия как паровоз летит на всех парах. По еврозоне в целом тоже позитивная картина, но она не настолько позитивная, как по Германии. Все-таки вот такая дельта, я думаю, это даже лучше, потому что это указывает на то, что ну, именно мотор, тот, кто двигает весь Евросоюз, он восстанавливается быстрее, и, соответственно, ну, так и должно быть. То есть, если Евросоюз восстанавливается весь быстрее, что-то не так с Германией, то здесь уже возникают вопросы, что там с Германией, потому что кто будет тянуть тогда Евросоюз. Так, Соединенным Штатам ставка по 30-летним. Так, друзья, ну вот сегодня еще вышли данные по поводу счета текущих операций баланса США. Отрицательный баланс стал еще более отрицательный на 20 миллиардов или триллионов. Я уже запутался, нет, наверное, все-таки миллиардов. Не, ну конечно миллиардов. Но здесь на самом деле есть такой существенный момент, что прогноз-то был значительно больше. То есть да, вот то, что идет он в отрыв, это не очень хорошо. Но с другой стороны, вот эта скорость набора долга Соединенными Штатами, она все равно ну, отстает от тех темпов, которые прогнозировались. То есть это ну, результат все равно не очень хороший, потому что на 20 миллиардов идет практически ответственное увеличение, видите. Ну, здесь как бы с учетом финансовой и вообще как бы геополитической тактики Соединенных Штатов это вполне нормально. Здесь просто надо понимать, что когда вот этот долг станет критичным для них, они какой-то фокус, наверное, произведут. Так, ну и вот далее. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг США меньше, чем ожидалось, и меньше предыдущего значения. Вот это, кстати, на самом деле очень тревожный звоночек. Непонятно, почему у него 2 звездочки, потому что Америка, там все построено на услугах, и, соответственно, такое снижение на 10% от прогноза и от предыдущего значения, оно, конечно, указывает на то, что вполне вероятно по рынку труда и по безработице будут негативные данные в ближайшее время. Так, продажи жилья. Ну, собственно говоря, цены разогнали до такого unlimited, что тут уже как бы вполне вероятно, что никто это жилье не покупает. Его не покупает и наблюдается затоваривание. То есть растут так называемые запасы новых домов, которые пока не могут продать. То есть вот это уже может послужить тревожным звоночком. И здесь вот эти данные, они вполне могут коррелировать с остыванием рынка труда. То есть тем, что он не запускается так, как ожидалось. Потому что если безработица не падает или растет, то ну, по логике вещей продажи новых домов они тоже будут падать. Здесь тогда возникают такие ножницы, которые могут сподвигнуть ФРС каким-то достаточно неожиданным ходам и действиям.
Вот. Здесь надо четко понимать, что дальнейшее увеличение денежной массы в виде различных инструментов, в случае, если безработица будет увеличиваться, уже здесь эффекта иметь, скорее всего, не будет. Денег и так полно. То есть деньги сейчас, они уже не являются решением проблемы. Тут надо как бы их утилизовать, и с другой стороны, чтобы все не рухнуло к черту. Ну и вот, собственно говоря, то, что в в летний месяц наметилось такое снижение, это, конечно, уже очень и очень сильно настораживающий фактор. Но зато пока по нефти все отлично, запасы все сжигаются, их мало, и, соответственно, нефть за счет этого может еще один дополнительный импульс получить. Так, ну и вот что касается продажи новых домов, здесь вот такие графики, которые очень-очень хорошо совпадают и друг друга дополняют. Это снижение продаж и рост цен. Ну, понятное дело, то есть покупательная способность, она таким образом не выросла, как выросли цены. И здесь уже просто волей-неволей физический предел для того, чтобы продажи не росли и начинали проседать. Так, друзья, далее давайте графиком VIX. VIX ушел в боковик и сегодня даже локальный минимум обновил. Но здесь все дело идет к тому, что будет боковик на протяжении ближайшей недели-двух. Так, далее биткоин, дневной таймфрейм. Здесь все отлично, отбился он от этого донышка. И сейчас, судя по всему, уже на этой неделе, либо в начале следующей, будет движение с целью сходить на 40 500. Опять же, помним, вот этот волшебный уровень, если он пробивается, то уже начинается полный трэш и расколбас. Так, ну S&P здесь вообще все чудесно. S&P улетает в космос, растет себе и растет, и ничто не может его остановить. Вот. Но тут, скорее всего, в пятницу мы увидим какой-то повтор движения в район 4150, куда-то вот сюда. Так, друзья, вот по нефти интересный момент. Дневной таймфрейм, Brent. Вопрос в закреплении на достигнутых значениях выше уровня 75,6. Если это происходит, то уже в течение 1-2 недель мы увидим 94. Если этого не происходит, то путь будет более тернистый. Здесь на самом деле у нас 72 бронеплита. Если она пробивается, тогда все это хозяйство начинает постепенно проседать. Но я думаю, вероятность такого сценария до сентября она не очень большая. Скорее всего, либо рост, либо боковик вот здесь. Так, друзья, далее дневочка по золоту. У нас по золоту была попытка выбиться за диапазон, но она пока сломалась. Ну и здесь даже если смотреть часовик, то все как бы испугались и начали отсюда очень активно проседать. Сейчас вот если будет дальнейшее движение с пробоем 1775, то скорее всего следующая цель сразу будет 1772 сюда, и потом возможно тестирование вот этой нижней границы 1764. Удержание вот этого диапазона сейчас ключевое. Если он будет удержан в течение нескольких часов, то мы закроемся выше вот этого значения. Так, друзья, далее евро-доллар, это часовик. Ну смотрите, здесь, так, это не евро-доллар, это эфириум. Давайте мы эфириум сейчас не будем. Так, вот он, евро-доллар, часовик. Все было хорошо, потом бух, и все начало сыпаться. То ли продажи новых домов так все разрушили. Но я думаю, это тоже сыграло роль. Но ключевой момент здесь в другом. Ключевой момент в том, что индекс доллара ударился в 91,5 и отскочил. Вот здесь сразу начинают активно выкупать либо на него деривативы, либо, соответственно, валюты распродавать и скупать доллары. То есть здесь некая линия незримая проходит, которая все двигает. Так, друзья, но возвращаясь к евро, часовик, смотрите, вот сейчас важный момент, это 1,1904. Вот он здесь образовался. Если этот уровень сейчас вечером пробит не будет, то вот эта вся страсть, она здесь консолидируется и движение вверх продолжится. Если здесь сейчас возникает пробой, то евро возвращается на 1,1846 сюда, вот к этому диапазону. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм, немножко 72,3 не дошли, 72,35. И вот сейчас, ближайшие часы, сейчас 20:16, если не произойдет пробоя там в течение 2 часов и закрепления выше этого значения, то он отсюда отскочит и разовьется движение, цель которого будет 72,5 вот сюда вот.
Соответственно, если он начинает поджиматься к нему, в течение нескольких часов идет торговля и закрепляется, то, соответственно, завтра мы уже получаем движение к верхней границе канала, горизонтального канала. Так, друзья, дальше давайте рассмотрим. Вот вопрос был по Россетям, дневной таймфрейм. Здесь вот сейчас пошел импульс движения, цель его тестировать 1,41. Если она будет пробита и здесь у нас возникнет консолидация, то мы уже в течение ближайших месяцев увидим отскок. Цель этого отскока — первое движение сюда 1,56 и потом 1,69. Все, здесь набрали необходимое топливо, и в ближайшие дни будет тестирование вот этого уровня. Так, друзья, далее по поводу фармсинтеза вопрос. Это дневной таймфрейм. Сегодня его адски запустили в космос, он улетел, ударился в сильный уровень и его не пробил. Но здесь, я думаю, скорее всего это какой-то маневр, какая-то спекуляция на фоне того, что ковид никуда не девается, и, соответственно, начинают фармкомпании, которые пока еще не разогнаны, их постепенно в космос запускать. Но вот критичный уровень — это вот этот, который 6,9. Если выше него закрепляется, дальнейший рост на 12 и выше, он будет вопросом времени. Если сейчас пробоя не будет, он здесь поболтается и, соответственно, вернется вот сюда, вот в этот диапазон, в район 5,7. Друзья, ну, в общем-то, все, основные активы, новости. Спасибо за внимание, удачи!